воздуха экипажем вертолета, который наблюдает за действиями своих парашютистов-спасателей. They will continue to do reconnaissance on site, observing everything that is needed to be done. Парашютисты-спасатели осуществляют приземление на площадку и готовятся к свертыванию парашютов. Одновременно с ними прибыло подразделение наземной разведки. Having landed, the rescuers assemble their parachutes, establish radio contact with the approaching land reconnaissance team leader, and start preparing air rescue sites, maintaining communication with the helicopter crew, who in turn coordinate other air capabilities. Экипажи передвижной химической лаборатории, машины радиационной и химической разведки, аварийно-спасательных машин приступают к развертыванию оборудования на оперативных участках, проводят визуальную, радиационную, химическую и инженерную разведку, уточняют масштабы разрушений, проводят поиск пострадавших и оказание им медицинской помощи. Mobile chemical lab, radiation and chemical assessment team and rescue vehicle crews prepared for work at the site, conducting visual, radiological, chemical and engineering assessment to determine the scale of damage and begin the SAR operation, providing medical assistance to the victims. Командир группы разведки сообщает в штаб о наличии большого числа пострадавших с травмами различной тяжести, обнаруженных спасателями, необходимости дополнительного привлечения сил и проведения аэромедицинской эвакуации пострадавших. Reconnaissance team leader reports to the headquarters that there are a lot of people with different severity level of injuries and requests augmentation of rescue forces with additional air evacuation capabilities. Руководителям спасательной операции принято решение привлечь к поиску сводное кинологическое подразделение, которое доставит к месту происшествия вертолетом. В дальнейшем этим же вертолетом произвести аэромедицинскую эвакуацию пострадавших. Rescue operation team leader decides to use Spanish and Ukrainian dog rescue units. They will be brought to the site by a helicopter, and the same helicopter will be employed in air evacuation operation. He requests for additional rescue capabilities to be sent on site. К месту происшествия прибыли основные силы сводного аварийно-спасательного подразделения в составе расчетов из Украины, Азербайджана, Грузии, Испании, Молдовы и Румынии вместе с автомобилями Центра медицинской помощи и медицины катастроф Львовской области. Ukrainian, Azeri, Georgian, Spanish, Moldovan and Romanian rescue teams arrive at the site together with ambulances from the Lviv Oblast Medical Assistance and Disaster Medicine Center. Экипажи и расчеты аварийно-спасательных машин приступают к развертыванию специального оборудования и инструмента на определенных им оперативных участках. The team of rescuers will climb up to the top floor of the building and prepare the site for the transportation of casualties. Группа прибывших спасателей осуществит подъем по остаткам здания на верхние ярусы и обустроит транспортировку пострадавших в безопасные места. They continue to search for victims trapped in the rubble and to evacuate them from the building. К месту происшествия прибывает вертолет с кинологическим подразделением на борту. Парашютисты-спасатели, используя сигнальную шашку красного дыма, встречают вертолет и помогают экипажу осуществить посадку. A helicopter with a dev unit is arriving on scene. Pararescuers use red smoke signal and special gestures to direct the crew for landing. Кинологическое подразделение десантируется с борта вертолета и отбывает к разрушенному зданию, где их встречает руководитель спасательных работ. Units with dogs are being dropped. Once on the ground, they proceed to the building where they are met by the rescue operation team leader.
спасатели завершают загрузку пострадавших на борт вертолета. The Экипаж casualties are готовится now к on взлету. board. Обратите внимание, экипаж вертолета готовится к взлету. Please watch, the helicopter is preparing to take off. Обратите внимание, в районе чрезвычайной ситуации развертывается временный пункт сбора пострадавших, в работе которого задействованы военные медики Соединенных Штатов Америки, медицинские работники Центра медицинской помощи и медицины катастроф, психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Please watch how a temporary medical triage point is being set up with the participation of the US military medical personnel, Ukrainian emergency medical staff, and psychologists from CESU, together with Moldovan and Romanian ambulance crews. Они усилены бригадами скорой медицинской помощи Молдовы и Румынии. Initial triage is performed. Медицинские работники во взаимодействии со спасателями и психологами проводят первичную сортировку пострадавших. They continue to work. Руководитель спасательных работ направил прибывших кинологов с поисковыми собаками на новые оперативные участки проведения поисково-спасательных работ. Rescue operation team leader has directed rescuers with dogs to new operational sites where they will perform search and rescue. Кинологическими расчетами Украины и Испании проводится поиск пострадавших на верхних и нижних ярусах разрушенного здания. Spanish and Ukrainian rescue units with dogs search for further casualties on upper and lower floors of the building. Кинологи действуют в отведенных им секторах поиска. Они определяют по признакам поведения поисковых собак вероятные места нахождения пострадавших, маркируют их красными флажками. Rescuers with dogs work in their respective areas of responsibility. They watch SAR dogs' behavior to identify possible further casualties and mark these places with red flags. После этого кинологи вызывают к себе спасателей, оснащенных специальным аварийно-спасательным инструментом, и перемещаются на другие оперативные участки, продолжая проведение поиска. Now they call for rescuers with specialized equipment and move to other operational areas. Собаки способны различать около 2 миллионов запахов, поэтому могут действовать иной раз эффективнее современных электронных приборов, предназначенных для поиска пострадавших, находящихся под слоем земли и обломков зданий. Dogs can distinguish up to 2 million different scents and can be much more effective than modern electronic devices in identifying casualties trapped underground and buried under the rubble. Прошу обратить внимание на действия медицинских работников, спасателей и психологов на сортировочной площадке временного пункта сбора пострадавших. Please watch the work of medical rescuers and psychologists at the triage point. На сортировочной площадке развернуты специальные настилы для приема пострадавших. The triage is performed on 4 color-coded square pads. Зеленого цвета для пострадавших, которым необходима доврачебная помощь. The green one is for casualties who need first aid. Желтого цвета для пострадавших, которым необходима доврачебная помощь и эвакуация в лечебные учреждения. Yellow one is for those who need first aid and evacuation to a hospital. Красного цвета для пострадавших с тяжелыми травмами. And the red pad is for badly injured casualties. Черного цвета
для жертв катастрофы с последующей эвакуацией. The black pad is for the dead. Такое распределение пострадавших на сортировочных площадках практикуется в большинстве стран мира и дает возможность уменьшить количество санитарных потерь. Such triage is a standing procedure in most countries of the world and is very effective. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. После сортировки проводится эвакуация к мобильному госпиталю. Necessary medical assistance is provided to the casualties. Following the triage, they're taken to the Ukrainian State Emergency Service Field Hospital and other hospitals of Lviv region. В разрушенном здании предприятия на разных этажах возникли пожары, пламя и дым охватывают часть здания, создавая угрозу персоналу предприятия и спасателям. Fire has broken on several floors of the building parts and is taken in flames. Heavy smoke envelops the structure, threatening those who are inside. Группа пострадавших на верхнем этаже административного здания отрезана огнем от путей эвакуации. The people trapped on the top floor are now cut off from evacuation routes. К месту происшествия прибывает пожарно-спасательная группа в составе 2 пожарных автоцистерн, пожарной лестницы и коленчатого подъемника. 2 fire engines arrive on site. They have a ladder and articulated boom. Firefighters prepare for rescue operations. Руководителем тушения пожара принято